Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами уделим внимание числу, в которое человек родился. Дело в том, что какого числа от 1 до 31 родился человек, такая у него и вся жизнь. Кто же любимчик Вселенной? Давайте вместе с вами, друзья, будем разбираться. Обязательно просмотрите не только свое число по дате рождения, но и члена вашей семьи, чтобы иметь более детальную и понятную картину. Прямо сейчас ставьте лайк, а мы с вами начинаем. Вы знаете, очень важную роль в нашей жизни играет число нашего рождения, так как с этой цифрой мы связаны очень сильно, и она влияет на нашу жизнь, энергии, которые мы притягиваем, на наше биополе. Она способна указать на сильные и слабые стороны. Благодаря этим знаниям можно узнать, что стоит развивать, чему придать больше значения, а на что стоит обратить внимание и укрепить это. Цифры обладают особой силой, а цифра, принадлежащая каждому человеку, для него особенна, ведь она способна оказывать сверхъестественное влияние на судьбу. Итак, если вы родились 1 числа любого месяца, то знайте, 1 числа рождены целеустремленные люди, которые стремятся попасть в категорию лидеров. Им нравится, когда на них обращают внимание, берут с них пример, пусть даже в обыденных ситуациях. Они любят проявлять себя. В большей степени это получается у них делать в моментах, связанных с творчеством. Если вы не видите у себя на данном этапе таких возможностей, подумайте о том, от чего вы бы получили удовольствие, и займитесь этим в полной мере. Если вам нравится вышивка, вы вышиваете что-то, и вы увидите, как занятие любимым действием поможет открывать вам в себе что-то новое. Упорные, смелые, тактичные к негативным качествам, правда, относится непоколебимость, неуступчивость, но от этого вам нужно избавляться. Далее, если вы родились 2 числа. 2 числа рождаются люди, которые добры сердцем, они готовы помогать даже тем, кого практически не знают. Благодаря этому попадают часто в любимчики Вселенной, и она помогает им получать в свою жизнь то добро, которое они дарят другим. В основном таких людей окружают только искренние и хорошие люди. Они строят счастливые семьи, с легкостью могут начать свое дело. Оно будет успешным, из них хорошие получаются партнеры в бизнесе, руководители, так как они не только честные, но и стараются ко всем относиться с пониманием. Это чистосердечные, умные, душевные люди, а вот к негативным качествам можно отнести то, что они не воспринимают критику, и если чувствуют, что кого-то подвели, могут сильно расстраиваться и опускать руки. Этого делать не нужно. Даже самые успешные люди способны допускать ошибки. Их не допускают только те, кто ничего никогда не делает. Если вы родились 3 числа, то знаете, 3 числа рождаются люди романтической натуры. Они интеллектуальны, они умеют использовать это свое качество не только во благо себе, но и других. Им нужно постоянно откуда-то черпать вдохновение, влюбляться, поэтому порой это мешает построить крепкие отношения, особенно если партнер не умеет удивлять. Если возникает такая ситуация, вам хорошо возле человека стоит научиться брать инициативу в свои руки и показывать пример. Научитесь ценить то, что у вас есть, и вы увидите, насколько это все начнет вас радовать день изо дня. Мыслители, начитанные, образованные люди, которые умеют анализировать, видеть то, что другие даже не замечают. Негативными качествами является прямолинейность, раздражительность, поэтому возьмите под контроль эти чувства, чтобы они вам не мешали. Если вы родились 4 числа, 4 числа рождаются целеустремленные, умные, надежные люди, которые живут благоприятной и наполнены положительными эмоциями жизнью. Не боятся работать, ставят перед собой различные цели и добиваются их. Они умеют располагать к себе людей, пользуются у них уважением. На таких людей всегда и во всем можно положиться. Они создают крепкие, любящие семьи. Любые неудачи воспринимают как урок, делая правильные выводы. Не боятся работать, благодаря труду никогда ни в чем не нуждаются. Они готовы браться за любую работу, если нужно, не боятся подзаработать. Деньги приходят к ним в нужном количестве. Но порой связь денежной энергии ослабевает, поэтому нужно ее периодически привлекать, проводя нужные ритуалы.
Как правило, это удачливые, но в то же время молчаливые и оптимистические люди. Негативными качествами являются упрямство, вспыльчивость. Стоит научиться уступать периодически, это поможет вам в различных ситуациях. Далее, если вы родились 5 числа. 5 числа рождаются свободолюбивые люди, которые никогда не позволят собой командовать даже близким родственникам, но и в ответ будут уважать чужое мнение, давая полную возможность проявлять себя. Порой допускают ошибки, когда стараются осуществить все и сразу, так как есть шаги, которые нужно тщательно просчитывать, продумывать, взвешивать, а только затем совершать, чтобы не попадать в ненужные и обидные ситуации. Верны как принципам, так и людям. Также они честны, они отзывчивы, не боятся поделиться последним. К негативным чертам характера относятся скрупулезность и поспешность. Если вы родились 6 числа, то знаете, что у 6 числа рождаются люди, которые со всеми людьми стараются установить близкие отношения, окружать себя взаимопониманием. И важно ощущать уважение от того, кого они считают близкими людьми. Это очень талантливые люди, они умеют красиво рисовать, писать стихи, танцевать, петь, готовы подсказывать во всем, если к ним обратятся за советом, проявляя чистосердечие, не откажут в помощи, даже если им придется отдать последний кусок хлеба, и сделают это без сожаления. Это темпераментные, это романтичные, добрые. Негативными качествами является чувство собственности, которое в большинстве случаев данные люди не замечают. Нетерпеливые, если что-то захотели, это должно появиться в их жизни еще вчера. Поэтому вам нужно научиться все делать не спеша, и тогда жизнь будет наделена только прекрасными событиями. Далее, если вы родились 7 числа. 7 числа рождаются умные, целеустремленные, осведомленные люди. Им нравится добиваться успехов, показывая окружающим свои способности. Даже если у них что-то не получается, они будут пробовать сделать все правильно до тех пор, пока результат не будет их удовлетворять. Это хорошие руководители, сотрудники, на которых можно положиться в любых вопросах и доверить абсолютно все. Они гуманны практически во всем, но никогда не позволят обижать себя, свою семью, обозначив черту, за которой не стоит переходить тем, кто не хочет получить такого врага. Не будут терпеть наглую ложь. Они нежны, они милые, догадливы. Вот негативными качествами является непоколебимость, можно сказать, даже чрезмерно упрямы. Если вы родились 8 числа, то знаете, 8 числа рождаются люди, которые любят власть, командовать и управлять. Да, это отличные начальники, руководители успешных проектов, властные, с аналитическим складом ума. Они всегда должны быть уверенными в следующем дне, поэтому у них все по тщательному графику, который расписан на много времени вперед, а также под контролем. Преданные, настойчивые, надежные. К негативным качествам относятся одиночество, жестокость, неумение контролировать свою жизнь и свои эмоции. Это нужно изменить, пока вы не утратили сами себя. Так как деньги – это, конечно, хорошо, но не нужно забывать за душевность, так как результат может быть неудовлетворительным. 9. Далее цифра 9. Если вы родились 9 числа, то знаете, 9 числа рождаются люди, которые полагаются на инстинкты. Такие люди любят командовать, они не умеют воспринимать окружающий мир в разных вариациях. У них либо все плохо, либо наоборот все отлично. Стоит научиться видеть золотую середину. Верные спутники в жизни, отличные друзья, хорошие партнеры, бизнесмены всегда до конца доводят любое дело, за которое берутся. Умеют радоваться за успехи людей в своем окружении. Также они счастливчики, не влюбчивы, но, найдя любовь, ценят это и берегут. Считают, что это на всю жизнь. Стараются не замечать недостатки в других людях. Ценят людей за то, что они дарят окружающим, и за то, какие энергии они способны излучать. Также они снисходительные, но не терпят те, кто постоянно на что-то жалуется. Они дальновидные, спокойные. К негативным качествам относятся хитрость, недоверчивость и самобичевание. Далее, если вы родились 10 числа. 10 числа рождаются креативные люди, поэтому нужно использовать это себе во благо. Не бояться что-либо менять и не думать, как сделать так, чтобы всем было хорошо. Стоит думать больше о себе. Вы любите думать о высоком и много размышляете на разные темы. Вы проводите время в кругу близких людей, гуляете на природе, черпая из нее силы. Люди из их окружения любят их, так как от них веет уверенностью, добротой души,
Не любят интриги, никогда не будут сплетничать, им жалко тратить на это время, которое они могут потратить с пользой для себя и получить то, о чем они мечтают. Отходчивы, способны прощать обиды, стоит больше внимания уделять отношениям с деньгами, изучить правила, которые с ними связаны. Они приветливые, правдивые, амбициозные люди. К негативным качествам относятся нетерпимость, эмоциональность и неисправимые они мечтатели. Далее, если вы родились 11 числа. 11 числа рождаются одни из самых сентиментальных людей, предприимчивые, трудолюбивые. Они всегда стараются жить разнообразной, прекрасной жизнью, излучая жизнерадостность и любовь. Все, кто сталкивается с ними в жизни, счастливы от этого, так как такие люди оставляют за собой прекрасный след. Материальные ценности не важны для них, они следят только за своей жизнью и не вмешиваются в другие. Принятые решения не будут меняться, благодаря этому успешны во многих сферах своей жизни, так как, выбрав определенный путь, придерживаются его. Они стараются уделять близким людям много внимания, так как желают всячески показать им, что они счастливы от того, что судьба сделала им такой подарок. Они деликатны, они смелые, они умные. К негативным качествам относится уныние, которое порой находит, и расположенность к депрессиям. Далее, если вы родились 12 числа. 12 числа рождаются люди, которые любят доминировать, они активные, они успешные, эти люди не любят, когда ними управляют, поэтому в большинстве случаев организовывают свое собственное дело или же работают на дому, что дает им возможность быть предоставленными самим себе. Окружают себя только теми, кто подходит им по духу, и теми, кого считают равными. Такое восприятие окружающих людей с одной стороны создает им трудности, а с другой они всегда находятся в своей стихии. Им не приходится переживать ни о чем. Также они знают, что в любой сложившейся ситуации не останутся наедине с проблемами. Если видят, что кто-то неправ или же некрасиво ругается или что-либо делает, то молчать такому человеку не будут никогда. Элегантность, чувствительность, утонченность. Также к негативным качествам здесь относятся замкнутость, зажатость, любопытство. Если у вас получится избавиться от присущего вам такого качества, на его место придет то, чего вам не хватает в жизни. Попробуйте, вам обязательно понравится. Далее, если вы родились 13 числа. 13 числа рождаются люди, которые желают добиваться успеха во всех сферах своей жизни, но при этом распыляются, не сумев сконцентрироваться на чем-то определенном. Здесь нужно начать с одной сферы, а затем передвигаться к другим. Тогда все будет получаться с легкостью и занимать меньше времени и сил. Способны очень многое схватывать моментально и охватывать большой объем информации. Часто вы начинаете довольствоваться достигнутым и не желаете покорять новые вершины. Можете с разнообразной и полной приключений жизни переключаться на монотонную. Пессимисты порой, но никогда их эта черта не будет портить им настроение. Они даже не акцентируют на этом никакого внимания. Периодически им нужно кому-то изливать душу, чтобы все было хорошо. Постоянство, ум, стабильность. Правда, к негативным качествам относятся ревность, лень и рассеянность. Далее, если вы родились 14 числа. 14 числа рождаются сентиментальные, душевные люди, обходительные, но только с теми людьми, которых уважают, умеют читать людей, поэтому не терпят тех, кто старается показать себя тем, кем не является. Не будут общаться и с теми людьми, которых интересуют только деньги. Любят проявлять амбиции, часто делают это в неподходящий момент, чем сами себе вредят. Стоит усвоить, что амбиции не всегда хорошо, а лучше все-таки действия. Часто неправильно располагают деньгами, могут сопровождаться их денежные потери, поэтому стоит научиться копить их. Окружены благоприятной аурой. Также это страстные натуры, которые нужны такие же партнеры. С другими построить отношения у них не получится, как бы они ни пытались. Чувство долга, улыбчивость, строгость. К негативным качествам относятся интриги, лицемерие и даже невнимательность. Далее, если вы родились 15 числа. 15 числа рождаются люди, которые любят творить, что-то изобретать, открывать и создавать. Они желают пробовать то, что другие побоятся. Любят что-то новое, неизведанное, для них важны эмоции, которые они при этом испытывают. Не любят останавливаться на достигнутом. Считают, что их жизнь – это постоянное движение только вперед. Если человек останавливается, значит он умирает. Чувствительные натуры, которые чужое горе пропускают через себя,
Очень расстраиваются и спешат всячески помочь, не умеют абстрагироваться, принимать то, что не могут изменить. Готовы услышать любую правду, но не будут слушать даже необычайно приятную лесть, обладая спокойным характером. Это чуть ли не единственное, что способно их разозлить. Увлеченность, точность. К негативным качествам относится нетерпеливость, порой меркантильность и настырность. Далее, если вы родились 16 числа. 16 числа рождаются опрятные, духовно богатые, инициативные люди, которые добиваются хороших успехов. К ним прислушиваются окружающие люди. Они имеют много друзей, любят помогать, уделять внимание, заботятся, отличные семьянины, руководители, верные друзья. Им постоянно нужно, чтобы рядом был близкий человек. Деньги любят их. Это романтичные натуры, которые любят природу и все, что с ней связано. Также это очень чуткие люди, которые не пройдут возле чужого горя. Это чуткие, это добрые, независимые. К негативным качествам относится боязнь принимать самостоятельные решения, лень, непонимание тех, у кого взгляды отличаются от их собственных. Далее, если вы родились 17 числа рождаются, как правило, энергичные люди, которые не будут щадить себя до тех пор, пока не достигнут нужных результатов. Они любят деньги, поэтому много времени тратят на то, чтобы приумножить свое финансовое положение и иметь возможность ни в чем себе не отказывать. Любят порой немножечко фантазировать и приукрашать, особенно когда кому-то рассказывают о своей жизни. Непостоянные, могут искать место, где им выгоднее, не будут терпеть, если кто-то в чем-то будет их ограничивать. Это касается как личной жизни, так и работы. Дипломатичны, уживчивы, тактичны. К негативным качествам относится изменчивость. Также они вредны и жадны. Если вы родились 18 числа, то 18 числа рождаются люди, имеющие чистую душу, светлые мысли, они талантливые. Они готовы отстаивать то, что для них важно в любых ситуациях, не боятся трудностей, все, что есть в их жизни, заработано собственным трудом. Эти люди всегда смотрят за своим внешним видом, любят красиво одеваться, ловить на себе восхищенные взгляды. Следят за своей репутацией, никогда не сделают ничего, что может ее испортить. Также они самолюбивые, привлекательны, сексуальны. К негативным качествам относятся завистливость, любопытство, невежливость, но только по отношению к тем людям, которые когда-то проявили к ним неуважение, по причине или без нее. Далее, если вы родились 19 числа. 19 числа рождаются внимательные люди к мелочам, озорные личности. У них в голове постоянно полно необычных оригинальных идей, которые они стараются воплотить в жизнь, что делает ее более интересной. Судьба порой балует их и возвращает то, что они заслужили, поэтому стоит совершать больше хороших действий. Они способны принимать решения в экстремальных ситуациях, быстро взвешивая действия и получая хороший результат. Прагматичны, нежны, коммуникабельны. К негативным качествам относятся материальность, угрюмость и суетливость. Если вы родились 20 числа, то 20 числа рождаются опытные люди, которые порой получают его, пройдя через трудные жизненные испытания. Но он помогает им строить свою жизнь, как они того желают. Поэтому нужда всегда обходит их стороной, а жизнь полна изобилия. Для них важны эмоции, поэтому для того, чтобы быть счастливыми, им постоянно нужно их ощущать. Любят экспериментировать и пробовать то, на что ранее не было возможности. Финансово стабильны. Гостеприимны, умеют искренне любить, романтики. К негативным качествам относятся тщеславие, расточительность, могут попадать под влияние людей со стороны, которые используют многие их знания в своих интересах. Далее, если вы родились 21 числа, 21 числа рождаются устойчивые к трудностям, осторожные люди, делают все они последовательно, никогда не спешат, любят создавать идеалы своего партнера с богатым воображением. Это сильные личности, которые поставят перед собой любую цель, сделают все, чтобы ее добиться. Ценят тех, кто идет с ними по жизни, никогда не предадут. Любят слушать инстинкты, которые их никогда не подводят. Это волевые люди, которые верят только в лучшее. Благодарные, обаятельные, сентиментальные личности. К негативным качествам относятся неумение вести бюджет, возбудимость и вспыльчивость.
Если вы родились 22 числа, то знаете, 22 числа рождаются индивидуальные, обучаемые и очень общительные люди, которые стремятся постоянно к новым знаниям, развивают свои таланты, любят все неизведанное, манящее, мистическое. Им нравятся люди, которые выделяются из всех, не любят льстивых, лживых, злых, стараются от таких держаться подальше. Хорошо зарабатывают, их жизнь нельзя назвать скучной, наоборот, она интересна и разнообразна. Сильная сторона – это умение сглаживать конфликтные ситуации, не допуская повторения, объяснять и подталкивать в нужном направлении. Ум. К негативным качествам относятся самовлюбленность и самобичевание. Если вы родились 23 числа, то 23 числа рождаются люди, которые обожают путешествовать, получать новые эмоции, знания, видеть что-то красивое, черпая от этого свои силы, энергии. Также любят идти навстречу судьбе, не боятся трудностей и преград. Имеют большой потенциал, о котором часто не подозревают, из-за этого не используют на полную мощь. В голове таких людей всегда очень много удачных, индивидуальных идей. Не любят попадать в ситуации, когда нужно кому-то быть чем-то обязанным или же от кого-то в чем-то зависеть. Они собственники во всем, начиная от семьи, друзей и касаемо личных вещей. Им нужен сильный человек рядом, на которого они могут равняться, положиться и перед которым не будут бояться открывать себя. Тогда и дорога в жизни будет не только активной, но и очень интересной. Остроумные, сдержанные, сердечные, серьезные люди, правда, к негативным качествам относятся хитрость и требовательность. Если вы родились 24 числа, то знаете, что 24 числа рождаются скептики, циники. Они не умеют организовывать, направлять, руководить, поэтому предпочитают выполнять те задачи, которые перед ними ставят. Делают они это очень хорошо, никогда не подведут, в сфере своей деятельности добиваются успехов. Преданные, им трудно находить общий язык с людьми, поэтому в их окружении мало людей, так как в большинстве случаев люди сторонятся их. Но те, с кем они близки, могут быть уверены в том, что они имеют крепкую поддержку и верного друга. Умеют слушать, хозяйственные, скрупулезные. К негативным качествам таких людей относится то, что у них слабая воля. Они быстро загораются какими-то идеями и также быстро тухнут, скучные и монотонные. Если вы родились 25 числа, то знаете, что 25 числа рождаются сдержанные, образованные, умные люди. Они доверчивы, без чувства юмора, считают, что если они с добром ко всем людям, то и люди к ним будут относиться так же, из-за чего неоднократно их предают. Поэтому здесь стоит научиться меньше доверять и больше разбираться в людях. Они скрупулезные, интеллектуальные, привлекательные, добиваются высот в карьере. Часто обладают сверхспособностями видеть то, что не видят другие. Они рациональные, добродушные, сердобольные, которые стремятся построить карьеру, а также создать счастливую семью, что с легкостью у них получается. Сильными качествами является целеустремленность, умение объединять то, что считают важным для себя. Все действия у них обдуманные, а безрассудие не для них. Негативными чертами характера является обидчивость по разным пустякам, которые порой стоит просто не заметить. Нерешительность. И для того, чтобы принять решение, здесь нужно много сил и времени. Все пропускают через душу. От этого нужно отказаться, проявлять больше хладнокровия. Далее, если вы родились 26 числа, знаете, 26 числа рождаются люди, которые порой не знают, какой жизненный путь им выбрать. Они могут стоять на раздорожье, тратя на это ценное время и упуская шанс, который дает судьба. Поэтому здесь научитесь быстро принимать решения, и вы увидите, сколько ситуаций и возможностей вы сможете использовать себе во благо. Из таких людей получаются хорошие друзья, которые способны хранить даже те секреты, с которыми будут не согласны, и по этому поводу у них будет совсем другое мнение. Но сами никому не готовы доверять свои секреты, так как чувствуют людей и знают, что от них можно ожидать все, что угодно. Это любезные, искренние, приветливые люди, которые имеют скрытые способности. Поэтому загляните себе в душу, вы много чего сможете там отыскать, что удивит не только окружающих, но и вас. Они романтики, это однолюбые, мягкие, безобидные люди. Негативными качествами является неумение настоять на своем, в то же время они гордые, слишком самолюбивые и порой заносчивые.
Если вы родились 27 числа, то 27 числа рождаются люди, которые хотят хорошо жить и готовы для этого сделать многое, но при этом не боятся работы, готовы много трудиться, проявлять себя в разных сферах жизни, что у них очень хорошо получается. Это творческие, это умные, это добрые люди, которым нравится помогать другим. Вселенная любит их, и в большинстве случаев они получают то, что они желают. Они добры сердцем, но тщательно это скрывают, из-за чего людям кажутся неприступными и грубыми. Умеют просчитать тех, кого недолюбливают, на несколько шагов вперед. Пользуются уважением среди знакомых, имеют хорошо развитую интуицию. Могут ужиться с кем пожелает, но если человек попадает в категорию недругов, другой шанс ему никогда дан не будет. Они интеллектуальны, коммуникабельны, привлекательны. К негативным качествам относится принципиальность, злопамятность, которую могут принести даже через года. Далее, если вы родились 28 числа. 28 числа рождаются интересные, эмоционально стабильные, амбициозные люди, которые преданы тому делу, которым занимаются, знают себе цену и никогда не будут ни перед кем унижаться, навязывая свое присутствие и общение. Но те, кто ценит их, будут боготворить, стараться всячески удивить. Это люди, от которых не стоит ждать никаких подвохов, искренность – это их кредо. Но вот с партнерами им трудно выстроить крепкие отношения, так как не всем получается их заинтересовать. Таких людей нужно воспринимать такими, какие они есть, не пытаясь их в чем-то менять. Они честные, они преданные, они честолюбивые люди. Негативными качествами является смирение, порой апатичность. Не стоит это впускать в свою жизнь, если что-то не нравится, откажитесь от этого. Далее, если вы родились 29 числа. 29 числа рождаются эмоционально нестабильные, капризные люди, которые умеют искренне любить и также искренне, к сожалению, ненавидеть. Они способны находить выход из самых сложных ситуаций, помогая решить любой сложности проблемы. К ним часто идут за помощью, ценят на работе. Любые приключения, риск, бывает, что не решаются на какие-то крупные авантюры, поэтому довольствуются лотерейными билетами, при этом часто выигрывают. Решительные, сексуальные, энергичные. К негативным качествам относится желание навязывать свое мнение и не воспринимать того, что это кому-то может не нравиться. Грубы иногда. Часто чувствуют, что на них возлагают много надежд, и это им дает чувство незащищенности. В такие моменты нарушается биополе, его нужно чаще укреплять. Далее, если вы родились 30 числа, то 30-го рождаются смелые люди, которые проявляют лидерские качества, люди, которые не считаются с мнением окружающих, так как для них важным является то, чтобы достичь своих собственных целей. Эти люди обладают красивой внешностью, пользуются популярностью у противоположного пола. Умеют правильно организовывать свое время, благодаря чему способны реализовывать свои многие планы. Актуальные, всегда знают, в какой момент что нужно сказать, чтобы подчеркнуть свои сильные стороны. Достоинства, артистичные, они добросовестные. К негативным качествам относится нежелание признавать чьи-то сильные качества, иногда возможность посплетничать, вспыльчивость, когда им отказываются идти на компромисс. Стоит научиться больше обращать внимание на свое поведение, контролировать все сказанные слова. Далее, если вы родились 31 числа. 31 числа рождаются независимые, практичные люди, которые материальное предпочитают духовному. Такие люди часто общаются с тем, кто им в данный момент более выгодный и могут использовать людей в своих целях. Они карьеристы с успешной карьерой, влюбчивые, обращают внимание на физическое, а только затем на душу, из-за чего на протяжении долгого времени ошибаются в избранниках. Часто их голова наполнена грустными мыслями, обладают огромной силой воли, они галантны, внимательны, общительны. К негативным качествам относится азартность, как в общении с людьми, так и в повседневной жизни. Безразличие в тех вопросах, которые им не интересны. Отказываются решать проблемы, которые считают не своими, даже если кто-то пострадает. Таким людям стоит научиться отпускать тревоги, которые они накапливают, больше воспринимать простые радости. Итак, друзья, сегодня мы с вами поделились, и теперь вы знаете,
знаете, если вы родились в свое число, что несет для вас. Мы даже рассказали вам те минусы, негативные качества, которые есть у вас. Вам стоит от них отказываться, и в вашей жизни обязательно все будет прекрасно и чудесно. Напишите в комментариях свое мнение, что вы думаете по этому поводу и насколько у вас совпало и у ваших членов семьи. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ, друзья! Услышимся уже буквально в следующем видео.